Всем привет! В этом видео приготовим 4 разных супа. Каждый из них вкусный по-своему и отлично подходит для каждодневного меню. Первым приготовим куриный суп со сметанной заправкой. Он ароматный, а сметанная заправка придает этому первому блюду приятный сливочный вкус. Берем 2 куриных окорочка и кладем их в 4-литровую кастрюлю. Предварительно с окорочков нужно снять шкуру и помыть. Сразу же кладем 5-6 горошин черного перца и 1 лавровый лист. Наливаем примерно 2,5-3 литра воды. Все ставим на огонь и варим окорочка после закипания примерно 30 минут. Пока варится мясо, подготовим остальные ингредиенты. Примерно 400 грамм картошки нарезаем кубиками. Берем 1 сладкий перец и вырезаем семенную коробочку. Перец сначала нарезаем вдоль на полоски, а затем полоски режем брусочками. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. Пучок петрушки измельчаем ножом. На горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем подготовленный лук. Когда лук подзолотится, добавляем к нему тертую морковь. Пассируем еще примерно 1-2 минуты и добавляем нарезанный перец. Готовим еще 1-2 минуты, постоянно перемешивая, и снимаем с огня. Прошло полчаса, окорочка уже сварились. Вынимаем их из кастрюли и оставляем остывать. Из бульона вынимаем лавровый лист, перец и убираем образовавшуюся пену. В бульон кладем подготовленный картофель. Варим его 5 минут на маленьком огне. Спустя 5 минут добавляем 60 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем и варим еще 5 минут. Куриное мясо за это время немного остыло, снимаем его с костей. Куски мяса разрезаем на более мелкие кусочки. Подготовленное мясо кладем обратно в кастрюлю. Сюда же добавляем овощную пассировку. Все перемешиваем. Пока суп закипает, готовим сметанную заправку. Берем 100 грамм сметаны, я использую 20% сметану. Добавляем в нее 1 желток и насыпаем 10 грамм муки. Все перемешиваем до однородности. Муку нужно добавлять обязательно, без нее сметана расслоится в супе. Сюда же в заправку наливаем 1 половник бульона из кастрюли. Все быстро перемешиваем. Приготовленную заправку выливаем в суп и перемешиваем. Когда суп после добавления заправки закипит, насыпаем в него подготовленную петрушку или укроп. Солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим черным молотым перцем. Когда суп закипит, снимаем его с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Куриный суп со сметанной заправкой получился очень вкусный, ароматный и сытный. Овощи и зелень придают супу яркие краски, а вермишель, картофель и мясо делают его наваристым. Сметанная заправка придает этому блюду нежный сливочный вкус и цвет. Обязательно его приготовьте. Вторым приготовим быстрый томатный суп с курицей. Суп по этому рецепту получается наваристым и очень вкусным. Это идеальный вариант обеда в холодное время года. В кастрюлю наливаем 3 литра воды. Кладем 2 окорочка, 1 морковь и 1 луковицу. Кастрюлю ставим на огонь и накрываем крышкой. После закипания снимаем пену и уменьшаем огонь так, чтобы немного булькало. Варим примерно 30-35 минут. Вареные окорочка и морковку с луком вынимаем из кастрюли. Овощи уже нам не понадобятся, а окорочкам даем остыть. 300 грамм очищенной картошки нарезаем небольшими кусочками. В бульон кладем подготовленный картофель и 100 грамм хорошо промытого риса. Варим примерно 15 минут до готовности картофеля и риса. Приготовим заправку для супа. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на крупной терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем лук и обжариваем до золотистости. Затем к нему кладем тертую морковь. Все пассируем примерно 2-3 минуты.
Сюда же добавляем 70 грамм томатной пасты и немного воды. Вместо томатной пасты можно добавить консервированные или свежие перекрученные томаты. Готовим еще пару минут и снимаем с огня. С остывших окорочков снимаем кожу и отделяем мясо от кости. Мясо нарезаем на более мелкие куски. Подготовленное мясо кладем в кастрюлю к практически сварившемуся картофелю и рису. Суп солим примерно половину столовой ложки соли и перемешиваем. Сюда же кладем 1 лавровый лист, насыпаем 3 чайные ложки молотой сладкой паприки и перчим по вкусу. Все перемешиваем. Варим еще примерно 1-2 минуты, а затем кладем в суп приготовленную заправку и 1 столовую ложку аджики. Перемешиваем и даем супу закипеть. В самом конце кладем зелень. Я добавила столовую ложку замороженного укропа. Вынимаем лавровый лист и подаем на стол. Томатный суп с курицей и рисом получился очень вкусным и наваристым. Готовится он легко и быстро. Это отличная возможность побаловать себя и семью вкусным и ароматным блюдом. Третьим приготовим грибной суп-пюре. Если вам надоели уже обычные супы, то обязательно приготовьте такой легкий и ароматный грибной суп. Готовится он очень просто и быстро. Сначала подготовим ингредиенты. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь сначала разрезаем вдоль на 4 части, а затем нарезаем четверть кружочками. 400 грамм уже очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К подзолотившемуся луку добавляем подготовленную морковь. Пассируем еще несколько минут до мягкости морковки. Приготовленную пассировку перекладываем в 4-литровую кастрюлю, в которой будем варить суп. Сюда же кладем нарезанный картофель. Все заливаем 1,5 литрами воды или бульона. Все ставим на огонь и варим после закипания на маленьком огне около 20 минут, до готовности овощей. Пока варятся овощи, подготовим грибы. 300 грамм промытых шампиньонов нарезаем небольшими кубиками. Нарезанные грибы кладем на сухую раскаленную сковороду. Жарим грибы на самом большом огне до испарения всей жидкости. Овощи уже сварились. Снимаем их с огня и пюрируем погружным блендером. Кастрюлю опять ставим на огонь. В пюре кладем подготовленные грибы. Сюда же наливаем 150 мл сливок жирностью 10%. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и насыпаем пол чайной ложки молотой сладкой паприки и щепотку молотого мускатного ореха, черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем. Суп доводим до кипения и кипятим на маленьком огне еще 1-2 минуты. Готовый суп снимаем с огня. При подаче суп посыпаем зеленью. Я посыпала зеленым луком. Суп можно подавать с хлебом или сухариками. Грибной суп получился очень вкусным и ароматным. Приготовить его не составит особого труда. Обязательно приготовьте такой суп, порадуйте своих родных и близких. Четвертым приготовим рыбный суп с вермишелью. Суп легкий и в то же время сытный. Он согреет в холодную погоду и порадует изумительным вкусом и ароматом. В кастрюлю объемом 4 литра кладем полкилограмма хека, уже очищенного от чешуи и внутренностей, и 300 грамм красной рыбы. У меня размороженные кусочки красной рыбы, но также можно использовать целую рыбу. В кастрюлю наливаем примерно 3 литра воды. Все ставим на огонь. Когда вода закипит, снимаем образовавшуюся пену. Варим рыбу 15 минут.
Пока варится рыба, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь нарезаем небольшими брусочками. На разогретую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. Лук немного подзолотился, добавляем подготовленную морковь. Пассируем на небольшом огне до мягкости морковки. Овощи готовы, снимаем их с огня. Рыба уже сварилась, вынимаем ее из бульона и оставляем остывать. В кастрюлю кладем нарезанный картофель и варим его примерно 10 минут. Прошло 10 минут. Добавляем 80 грамм мелкой лапши из твердых сортов пшеницы. И варим еще 5 минут. Рыба уже немного остыла, убираем кости и плавники. Мясо разбираем на более мелкие кусочки. Измельчаем небольшой пучок укропа. Выдавливаем сок из половины лимона. Подготовленное рыбное филе кладем обратно в суп. Добавляем пассерованные овощи. Кладем лавровый лист и солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем нарезанный укроп. И наливаем сок половины лимона, процеживая его через сито. Все перемешиваем. Как только суп закипит, снимаем его с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Рыбный суп с вермишелью получился очень вкусным, ароматным и сытным. Готовится несложно и достаточно быстро. Такой суп понравится всей семье.